В этом выпуске фигуристок из России лишили финала Гран-при. Правила изменили под слабых американок. Возвращение Алены Косторной и дебют Камилы Валиевой. Мировые рекорды по фигурному катанию могут обновиться уже на этой неделе. А теперь обо всем по порядку. Юных фигуристок из России лишили финала Гран-при. Правила изменили под слабых американок. Критерии отбора в финал престижной серии вызывают большие вопросы. Больше всего от решения организаторов пострадают наши девушки. Желание чиновников развивать фигурное катание где-то кроме России, конечно, похвально. Вот только неприятно, когда это делается за счет наших талантливых девочек. Организаторы юниорской серии Гран-при на ходу поменяли критерии отбора в финал. И в итоге сделали так, чтобы среди финалисток оказались сразу две американки. Каждая из них значительно слабее многих российских фигуристок, оставшихся за бортом турнира в Японии. Особенно обидно за Софью Самоделкину, которая не попала в финал в обход спортивного принципа. Новые правила отбора ударили по российским фигуристкам. Обычно отбор в финал Гран-при среди юниоров проходит так же, как и у взрослых. На каждом этапе спортсмены зарабатывают баллы, после чего 6 лучших по сумме баллов в каждом виде квалифицируются в финал. Но в этом сезоне из-за вирусных ограничений систему пришлось видоизменить. Первые два этапа серии проходили во Франции, куда российские фигуристы физически не могли попасть из-за запрета местных властей на въезд из стран красной зоны. Международный союз конькобежцев обещал найти решение, при котором российские фигуристки не были бы ущемлены из-за эпидемиологической и политической ситуации в мире. Ждать публикации новых правил отбора пришлось практически до конца серии, а решение ИСУ никак не могло понравиться российским болельщикам. Очевидно, что новый регламент направлен на искусственное расширение географии участников финала. Спортивные чиновники намеренно переписали правила так, чтобы российских юниоров на заключительном этапе соревнований было как можно меньше. Согласно новым критериям, в финал выйдут победители этапов Гран-при в одиночных разрядах и танцах на льду, и 4 в спортивных парах. Кроме того, по одному специальному приглашению в личных видах получат представители Японии. Таким образом, возможность выступить на заключительном этапе уже точно получили две американки Линдси Тарнгрен и Изабо Левита, выигравшие во Франции в отсутствие россиянок. Уровень их катания, как и техническая сложность, не идет ни в какое сравнение с россиянками, но девушки из США в Осаку поедут, а многие превосходящие их в классе ровесницы из России – нет. Самоделкина на голову сильнее американок, но в финале ее не будет. Все остальные этапы, кроме французских, неизменно выигрывали россиянки. Софья Акатьева одержала победы в Красноярске и Гданьске. Вероника Жилина первенствовала в Кошице, а Аделия Петросян – в Любляне. Компанию им в финале могут составить Софья Муравьева или Анастасия Зинина, которым предстоит кататься на заключительном этапе серии. Таким образом, из 7 финалисток Россию представит максимум 4, хотя еще целый ряд наших юниорок могли отобраться в Осаку при более справедливых критериях. В первую очередь это касается Софьи Самоделкиной. Ученица Сергея Давыдова стала второй в Любляне и третьей в Красноярске. Теоретически за нашу квадистку может вступиться американка Левита. Если она каким-то чудом выиграет на последнем этапе, то в финал будут добирать по лучшей сумме баллов. И Самоделкина, у которой в активе 408 баллов, должна будет обходить всех. Правда, в любом случае ущерб будет причинен российским фигуристкам. За бортом окажется либо одна из сильнейших спортсменок мира с несколькими квадами, либо талантливые ученицы Плющенко, Муравьева и Зинина. И это на фоне того, что в Японию поедут американки, уступающие Самоделкиной в лучшем случае более 30 баллов. Есть еще вариант, при котором место для кого-то из россиянок освободится из-за возможного отказа Жилиной. Но травма Ники не отменяет того факта, что правила составлены несправедливо по отношению к сборной России. Их изменили под слабых американок, а высококлассных юниорок из России лишили финала Гран-при. Американкам уготована роль статисток. Бить тревогу не стоит,
Ведь иностранным фигуристкам в любом случае придется довольствоваться ролью статисток. Блистать в Осаке будут Акатьева и ее коллеги по юниорской сборной России. Другое дело, что из-за искусственно сгенерированных на ходу правил, сразу несколько российских супер-юниорок останутся без первого по-настоящему значимого международного старта в карьере. И это очень неприятно. Возвращение Алены Косторной и дебют Камилы Валиевой. Все меньше времени остается до старта чемпионской серии Гран-при, с четверга по воскресенье Центр мировой фигурки, финский СП. В каждом виде Финляндия Трофи выступят одни из лучших спортсменов планеты, презентации олимпийских программ выходят на финишную прямую. И вполне возможно, что мировые рекорды обновятся уже на этой неделе. Для Камилы Валиевой финский челленджер – первый международный турнир во взрослой карьере. В прошлом сезоне ученица Тутберидзе на равных выступала с фигуристками сборной, зачастую их обыгрывала и заслужила шикарную компонентную репутацию. В финале Кубка России по второй оценке Камила превзошла даже Алену Косторную. Посмотрим, что будет в СП, ведь Косторная тоже заявилась на Финляндия Трофи. 2 года назад финский челленджер стал для Алены отправной точкой. Здесь она впервые продемонстрировала тройной аксель, а в следующие месяцы обновила несколько мировых рекордов, выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. После года в Академии Плющенко Алена вновь тренируется под руководством Тутберидзе и уже вернула ультра-Си. Скорее всего, борьба за победу развернется именно между ученицами Этери Георгиевны. Теоретически в спор за золото может вступить Елизавета Туктамышева, начинающая свой 11-й взрослый сезон. На контрольных прокатах и в Сызрани Лиза демонстрировала шикарный триксель, при этом ошибаясь на более простых элементах. Но при чистом прокате шансы на викторию существенно повышаются. Публикуем расписание и состав участников Финляндия Трофи 2021.